Всем привет! Совсем скоро выходит новая игра в легендарной серии Fallout. Называется Fallout 76. Fallout — это по сути главная серия игр о постапокалипсисе. В первой части играли очень многие 20 лет назад, а в новые вроде Fallout 4 играют многие прямо сейчас. Одна из топовых игр в Steam. Fallout 76 будет предысторией всех предыдущих частей. По сюжету игроки будут самыми первыми выходить на поверхность из подземного убежища 76 после масштабной ядерной катастрофы, исследовать и отстраивать мир заново или разрушать его дальше. Самое крутое, впервые это будет сетевая игра. Все это можно будет делать вместе с толпой людей на большом сервере. Можно выполнять квесты, охотиться на монстров, строить и все в таком духе. Перед выходом Fallout 76 представители Bethesda обратились ко мне, чтобы вместе сделать кое-что особенное из мира игры — винтовку Гаусса. Это легендарная пушка, которая была почти во всех частях игры, и она будет и в новой Fallout 76. Из этого ролика вы узнаете, как ее сделать. С таким оружием вы будете готовы ко всему, что будет ждать вас в ядерной пустоши. Смотрите ролик до конца, там расскажу об очень крутом конкурсе с мощным главным призом, который проводим вместе с Bethesda специально для вас. Итак, перед созданием пушки, как обычно, сделал шаблоны с разных ракурсов. Также мне понадобится 3D-модель. Удобно, что в игре каждое оружие можно посмотреть со всех сторон. Начну работу со ствольной коробки. Буду вырезать ее из деревянного бруска лобзиком. Доводить до нужных пропорций заготовку буду на ленточно-шлифовальной машине. После этого стамеской сделал паз под брусок, который будет служить основанием ствола. Склеил две детали эпоксидным клеем. Это соединение должно быть очень прочным. Из МДФ листа сделал так называемый стол, на котором будут находиться конденсаторы. Приклеил его к бруску снизу и для надежности все стянул саморезами. Также из МДФ вырезал две детали для верхней планки, в которой будут проходить провода. Скрутил их вместе для получения одинаковых деталей после обработки на ленте. Между ними будет находиться полоса из того же материала. Делал отверстие в детали, а уже потом вкручивал шуруп. Это нужно для того, чтобы заготовки не треснули. Далее вырезал две планки, которые будут держать конденсаторы. По шаблону разметил места конденсаторов на планке и вырезал их коронкой подходящего размера. Получившиеся пазы доработал гравером. Прикрутил заготовки к деревянному бруску с двух сторон. Основной скелет пушки готов, теперь можно переходить к прикладу. Вырезал его из 40-мм доски. Теперь этот кирпич буду превращать в гладкий обтекаемый приклад на ленточно-шлифовальной машине. Там, где не получилось лентой, обработал гравером вместе с наждачной бумагой. К
Получился очень красивый приклад, нужно будет взять на заметку, если понадобится для какой-нибудь пушки. В ствольной коробке для него сделал отверстие, а в сам приклад вставил штырь. Он будет усиливать соединение, так как пушка получится тяжелой, и без него приклад просто отломится. В ствольной коробке стамеской сделал паз под заготовку пистолетной рукоятки. Накладки для нее вырезал из деревянного бруска. Придал им форму, уже будучи прикрученными на свои места. Получился довольно-таки удобный хват. По шаблону вырезал две детали для передней части гаусски. Теперь можно заняться нижней частью карабина. Снизу в стол вкрутил брусок и еще одну планку из МДФ. За место труб в этом месте использовал деревянные карандаши. Еще одна деталь, в которую будут позже заходить пара трубок. Она имеет две заглушки с двух сторон, которые я вырезал из ПВХ пластика. Трубки, которые будут выходить из этой детали, должны крепиться в передней части пушки. Для этого я сделал для них упор и сразу же приклеил две детали, на которых будут находиться боковые планки. Под пушкой будут располагаться две трубки, одна из них будет находиться в пластиковом кожухе. Нашел у себя две трубки, по размеру больше подошла трубка из латуни. На каждой из трубок будут находиться разные детали, которые я сделал на токарном станке. Рукоятку или цевьё сделал из металлической пластины, опять же для надежности, чтобы можно было держать вес большой пушки. Я думаю, при одном только ее виде мутанты из пустоши будут разбегаться. Разметил на пластине места сверления отверстий и пробил их керном. После сверловки отверстий соединил их между собой и довел их до нужного размера гравером. Затем пластину согнул уже в будущую ручку и сделал в ней кронштейны крепления к пушке. Получилась очень удобная поддержка пушки. Сбоку у пушки есть две планки, во вселенной Fallout они выполняют функцию планки Пикатини. На них будет располагаться дополнительное оборудование. Их я уже вырезал из 2-мм пластины, они усилят тело пушки и будут схожи по материалу с игровой моделью. К торцам планок приварил две полоски, точно такие же, как в оригинале.
В планках нужно сделать такие же отверстия, как и в цевье. Для этого я также разметил их по шаблону и просверлил. Наконец, планки возле приклада приварил пластину с креплениями к ствольной коробке. Все больше заготовка становится похожа на карабин Гаусса. В этом проекте пушка будет сделана в полном обвесе. Для этого на 3D принтере распечатал 12 заготовок под конденсаторы. К ним также сделал подставки. Крепежную ленту вырезал из листа вспененного ПВХ пластика. Сделал ее формовку феном по месту, опоясывая каждый конденсатор. Над ствольной коробкой будет находиться разная электроника и радиоэлементы. Для них нужно сделать корпуса. Один из них будет изготовлен из ПВХ-трубы. Сделал для нее защитную накладку из тонкой пластины и закрыл трубу крышками. Еще на 3D принтере распечатал электромагнитный картридж и корпус для индикаторных ламп. Пока с задней частью пушки закончил и сделал для передней несколько элементов. Также приклеил 2 пластины крепления разрядных катушек. Их я намотал медной проволокой на круглый брусок. Пусковые катушки также мотал медной проволокой на специальном приспособлении. Все чаще замечаю, если делать пушку из игры и использовать реальные материалы, то получится почти идеальное сходство с игровой моделью. Как по виду, так и на ощупь, а тактильные ощущения очень важны. Сразу представляется постапокалиптический мир Fallout с кучей кишащих тварей в поисках еды. Для катушек сделал рамку, на которой они и будут находиться, и с помощью нее будут прикручены к корпусу пушки. Теперь можно сделать защитную крышку для конденсаторов. Она будет склеена из нескольких элементов. Перешел к изготовлению компенсатора, который одевается на разрядник спереди пушки. Вырезал для него крышки. Сам корпус будет согнут из МДФ путем надпила в местах сгиба. Для этого разметил заготовку и напилил по полосам канавки циркулярной пилой. Чтобы лучше сгибался материал, намочил места пропилов водой. Сгибал корпус по ранее отпиленным заготовкам. Стянул все ремнями, после высыхания проклеил все стыки клеем. Решил использовать компенсатор как корпус под электронику, так как в этом проекте ее будет очень много. Прикрутил компенсатор к пушке саморезами с внутренней стороны. Сделал для нее поддержку, которая крепится на ранее сделанные планки. Основной корпус пушки готов. Теперь его можно оснастить электроникой и проводами. Взял индикаторные газоразрядные лампы IN12B. В них находятся элементы в виде цифр от 0 до 9. При подаче напряжения в 170 вольт на определенную ногу загорается нужная цифра. Для них нужно паять повышающий преобразователь напряжения 12 в 170 вольт. Схему взял от часов на газоразрядных лампах.
Для нее нужно сделать печатную плату. Для этого распечатал на лазерном принтере схему и перенес ее с помощью утюга на текстолит с медным слоем. Размягчил бумагу водой и убрал ее с текстолита. На медной подложке должен остаться точный рисунок, но в этот раз не получилось, скорее всего в типографии экономят на чернилах. Недостающие дорожки нарисовал перманентным маркером. Теперь нужно убрать лишнюю медь с текстолита, для этого воспользовался раствором хлорида железа. Опустил в него плату и травил примерно минут 10. Вся медь, которая не была защищена, растворилась. Затем стер ацетоном маркер и получилась печатная плата. Купил нужных радиоэлементов и начал впаивать по схеме в текстолит. Плата сразу же завелась, и мультиметр показал желанные 170 вольт. Попробовал подключить провода к лампе и зажечь разные цифры. Лампами будет управлять микросхема ID1. Говорят, их больше не выпускают, но я нашел несколько в магазине. Припаял ее к печатной плате и подписал выходы и входы. Она будет открывать транзисторные ключи и подавать питание на лампы по типу обычного механического реле. Микросхема понимает двоичный код, поэтому она будет управляться с Arduino. Стал соединять все платы между собой проводами. Залил на Arduino нужный скетч и проверил. Что-то пошло не так. Сколько бы я ни разбирался, мне не удалось запустить данную конфигурацию. При нажатии кнопки мигала только цифра 7, и Arduino зависала. У меня был изначально запасной вариант, если бы не нашел микросхему. Взял блок, который состоял из 4 механических реле, и подключил их к микроконтроллеру. В этом способе есть один минус, то что можно запитать только 4 цифры на каждой лампе. Подключил 2 лампы последовательно к блоку реле. Собрал все компоненты и проверил их в работе. При нажатии кнопки цифры меняются. Arduino запрограммирована так, чтобы показывать одну и ту же пару цифр несколько раз, для более плавного перехода. Собрал все платы вместе, но перед размещением их в компенсаторе сначала довел его до нужной формы. В задней стенке просверлил отверстия для проводов, которые нужны для питания светодиодов в корпусе конденсатора. Просверлил для проводов в столе отверстия и продел их снизу. Светодиоды припаял к проводам через резисторы, по 2 светодиода на 1 конденсатор. С другой стороны припаял пины и подключил их к Arduino. Вся система будет работать при нажатии кнопки, который разместил за спусковым крючком. Чтобы продолжить дальше работу над пушкой, ее сначала нужно загрунтовать. После высыхания краски протянул провода по верхней планке. Они будут идти к индикаторным лампам, которые разместил в корпусе над ствольной коробкой. Так как пушка будет издавать звуки выстрела и заряда, нужно в пушку установить динамик. Самое подходящее место — это электромагнитный картридж. Покрасил конденсаторы и приклеил их на свои места. Проверил, как они будут работать от Arduino. Затем приклеил сверху еще пластиковые элементы и прикрутил хомуты. Над лампами будет находиться коллиматорный прицел. В него можно будет хотя бы прицелиться, в отличие от других версий косплееров, которые делают слепой муляж оптики. К пушке приклеил еще пару декоративных элементов. За звук в пушке будет отвечать усилитель звукового сигнала и MP3-плеер с картой памяти.
на которую были залиты оригинальные звуки, вырезанные из игры. Теперь всю электронику можно установить в компенсатор и проверить, все ли работает. Вы не представляете, как я был рад закрыть эту крышку, так как при настройке этой системы спалил 2 ардуинки, 2 MP3 плеера и 1 усилитель, но и спал по 2 часа в сутки, чтобы успеть сделать эту пушку к Игромиру. Оснастил пушку еще кучей фейковых проводов. Вкрутил недостающие болты и шурупы и перешел к декорированию пушки. Попробовал порошковые краски, которые используют для покраски моделей, и они мне понравились, с их помощью можно хорошо нарисовать ржавчину. На этом моменте работа по изготовлению карабина Гаусса подошла к концу. Gotta give it to me, baby, now. All right. Come on. Пушка Гаусса получилась очень крутой, большой и тяжелой. Ее вес составляет около 7 кг. На корпусе есть 2 тумблера, один включает индикаторы, второй подключает звуковой усилитель. При нажатии курка пушка заряжается, при отпускании происходит громкий выстрел, точно так же, как в игре. В общем, постарался сделать максимальную схожесть с игровой моделью, и думаю, что это у меня получилось. У меня есть для вас очень крутая новость. Вместе с Bethesda мы разыгрываем супермощную консоль Xbox One X. Для того, чтобы ее выиграть, нужно вступить в официальную группу Fallout 76 ВКонтакте и репостнуть из группы пост с моим роликом себе на страницу. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки и делайте репосты этого видео из официальной группы Fallout и выигрывайте крутую консоль. Играй в игру на самой мощной консоли в мире.